Всем привет! Надеюсь, вы прекрасно провели новогодние каникулы. У меня тоже были замечательные праздники. И я возвращаюсь к работе. И сегодня мы будем с вами готовить глинтвейн. И если вы возвращаетесь к работе не с такой радостью, как я, с небольшой грустинкой, то глинтвейн придется как нельзя кстати, потому что он даст еще немножко ощущения праздника, радости. Он как нельзя лучше подойдет для семейных мероприятий, для встречи с друзьями, для романтических каких-то моментов. Ну и он сейчас продолжает быть актуальным, поскольку у нас впереди еще несколько долгих холодных месяцев, да? Январь, февраль, март, в России вообще до мая можно пить глинтвейн и им согреваться. Итак, что же нам с вами понадобится для нашего глинтвейна? Ну, во-первых, это, конечно, цитрусовые. Цитрусовые могут быть разнообразные, какие вы найдете у себя дома. Мне понадобится один целый апельсин, мы будем использовать его сок и цедру. Также я нашла у себя лимончик и лайм, и мы немножко цедры оттуда тоже возьмем. Вот я уже порезала и сделала пару насечек, так будет лучше отдавать свои компоненты нашему глинтвейну. Обязательный ингредиент, конечно, это бутылочка вина, лучше брать недорогое, потому что зачем переплачивать за теруарность, за какие-то специфические ароматы, выдержки, за ароматы определенного сорта винограда, если мы все это собираемся заглушить, забить полностью специями, да? Поэтому вино подойдет столовое прекраснейшим образом. И, конечно, переходим к пряностям, специям. Прежде всего, возьмите корицу. Дальше обязательным ингредиентом у нас будет гвоздика, потому что гвоздика является одним из основных контрибьюторов, да, contribution. Основной вклад она вносит в ароматическую композицию глинтвейна, поскольку обладает таким вот ярким, узнаваемым ароматом. Далее обязательно, ну не обязательно, но желательно имбирный корень. У меня есть сушеный и у меня есть свежий корень имбиря. Я буду немножко использовать и тот, и другой, потому что у меня просто есть оба. Сушеная корочка апельсиновая и свежая апельсиновая цедра будет использоваться. Дальше ваниль, стручок ванили, если его нет, то подойдет ванильный экстракт, да, жидкий, мускатный орех и немножко я буду совсем в конце добавлять лаврушку и звездочку аниса. Так, поехали. Что нам нужно знать, прежде чем готовить глинтвейн? То, что есть два основных пути, по которым мы можем идти. Первый – это смешать все ингредиенты, добавить в кастрюльку вместе с вином и долго томить их на медленном огне, где-то 40-50 минут, иногда час или полтора. Почему на медленном? Потому что если мы высокий огонь поставим, то у нас испарится полностью наш спирт, этанол. Температура его кипения составляет 78 градусов, поэтому очень просто, скажем, его потерять. Поэтому нужны низкие температуры и длительное время, большое количество времени. Есть второй альтернативный вариант, которым мы воспользуемся сегодня. Я буду делать из наших компонентов сначала густой, тягучий, такой насыщенный, концентрированный, сладкий соус, который будет обладать всеми необходимыми ароматами, которые нам нужны для глинтвейна. И уже в этот соус добавлю остатки вина и еще 5 минуток где-то потомлю. И тоже получится прекрасный результат, при этом времени мы затратим меньше. Этот рецепт я подглядела у Джейми Оливера, и он мне реально понравился. Итак, приступаем. У нас идет апельсинка, которую я предварительно наколола, и сейчас будем выдавливать оттуда сок. У нас идут разные виды цедры, которую я получила от лимончика, от лайма и от апельсина. Также мы добавляем туда палочку корицы, небольшая у нас есть кусочек сушеной цедры в том числе, два вида сушеный имбирь и обычный имбирь, не обязательно использовать два, можете один, какой найдете, и, конечно же, гвоздика наша и ваниль, и немножечко мускатного ореха. Так, я уже ставлю на огонь, причем ставлю на большой огонь, потому что мы это будем делать достаточно быстро. Добавляем сахар по вкусу. В стандартном рецепте используется на одну бутылку вина 100 грамм сахара, которые поместились у меня вот в небольшой стаканчик. Можно и меньше. Я лично предпочитаю, когда не такой ярко выраженный сладкий вкус. Вместо сахара можно также использовать мед. И многие начинают в этот момент кричать, что мед теряет полезные свойства, когда нагревается. Но мы его используем ради вкуса только, правильно, а не ради полезных свойств. Поэтому я предлагаю не бояться, использовать столько, сколько вам кажется необходимым, опять же, по вкусу. И немножечко я наливаю вино, да, не полностью, а только лишь, чтобы покрыть наши ингредиенты.
Ну и как вы догадываетесь, сейчас мы с вами как раз и пытаемся добиться такого получения густого, насыщенного, концентрированного сиропа, который будет богат всеми ароматическими соединениями, которые мы получаем от наших специй и цитрусовых. Кстати, глинтвейн очень и очень давно был придуман. Я подозреваю, что придумали его именно тогда, когда и вино было изобретено, то есть несколько тысяч лет назад. И самое сложное здесь было придумать именно вино, потому что подогреть уже существующее вино в холодное время года – это дело не хитрое, не требует большой смекалки. Так же, как и добавить в него травы, специи и пряности. Да? Это делали греки, это делали римляне по нескольким причинам. Но в первую очередь это замаскировать такой вкус и аромат уже портящихся продуктов, потому что тогда не было там холодильника, это ясно. Во-вторых, продлить срок службы этих продуктов, и поэтому травы и специи добавляли практически во все, в любую еду и в очень большое количество напитков, да, не только в вино. Греки и римляне этим занимались, но популяризатором глинтвейна стали именно римляне, потому что они завоевали добрую половину Европы, привезли туда лозу виноградную, ну и, соответственно, глинтвейн начали там делать. Что можно сказать, что в разных европейских странах рецепт глинтвейна будет немножечко отличаться. Где-то добавляют одни специи, где-то другие. То есть основной пул специй у нас плюс-минус одинаковый, но есть тонкие небольшие нюансы в зависимости от каждой страны. Ну и понятно, приезжая в каждую страну, нас с вами будут убеждать, что именно их рецепт глинтвейна считается истинным, самым-самым правильным. Так, и пока что у нас получается? Только буквально у нас минутка варится волшебное зелье, и уже чувствую, раздаются какие-то потрясающие ароматы, слышу, все начинает друг с другом как-то интегрироваться, проникать. Чувствуется наша и корица, и гвоздика, и ванильные нотки. То есть мы подождем еще пару-тройку минут, то есть всего должно у нас уйти там где-то минутки 4-5 до получения густого соуса. И в самом конце мы добавим половиночку лаврового листа, я добавлю, и анис тоже упадет у нас в самом конце. Так, ну давайте посмотрим. У нас тут готова первая часть. Получился вот такой вот густой, насыщенный, ароматный сироп. Практически это основа нашего глинтвейна. Посмотрите, на ложечке вот видно, какая у него густая, тягучая консистенция. И когда это у нас уже все готово, мы в него добавляем оставшуюся часть вина, большая часть вина уходит. Так, и ставим на совсем маленький огонь. Вы помните, что первая часть вина, которую мы использовали, где-то 150 мл, мы совершенно не боялись выпарить вино. Мы для этого эту маленькую часть использовали для того, чтобы сделать нашу густую ароматную основу. Но сейчас уже другое дело. Когда мы оставшуюся часть использовали, мы не хотим расстаться ни с граммом алкоголя. Поэтому мы ставим на маленький огонь, чтобы общая температура была не превышала 70 градусов. Да? Это понятно. Знаете, в некоторых рецептах, в некоторых странах также предлагают на финальных стадиях приготовления глинтвейна добавить туда стопочку какого-то крепкого алкогольного напитка. Это может быть коньяк, эдуви, водка, да, что-то еще. Но мне не очень нравится такая идея, потому что я не люблю крепкую, у меня даже дома нет ничего, что я могла бы добавить. И поэтому вместо того, чтобы выпаривать алкоголь, я просто постараюсь сохранить максимально все, что у нас есть в бутылке вина, чтобы не нужно было ничего добавлять дополнительно. Итак, в разных других странах, европейских, не только немного могут отличаться рецепты, но также отличаются и названия. Например, во Франции называют ван-шо и добавляют немного меда, как правило. В Германии называют глювайн. В Швеции глёк и чуть-чуть другой рецепт, немного другие специи, а также на финальных этапах уже в бокал или в стакан добавляют миндаль и изюм. В Чехии говорят сваженое вино, сважак. Сважено значит сваренное. Словакия говорят вареное вино, ну, соответственно, вареное. В Португалии название имеет виньо кенче. И, как вы догадались, в Португалии также немного другое вино используют. Добавляют туда портвейн или мадейру, да, крепленые вина с остаточным сахаром. Что-то похожее можно найти в классическом британском рецепте. Тоже добавляют портвейн порой. Неудивительно, потому что очень долгие связывают исторические отношения Португалию и Англию. Да, англичане ранее были самыми большими, самыми крупными потребителями, импортерами португальских вин, крепленных, да, портвейнов.
Так, ну, ждем таким образом еще. Там получается 5 минут, 3,5-4 минутки, и все, и вуаля, все готово. Итак, у нас с вами все готово, осталось только попробовать, что же там за зелье у нас получилось, самое-самое интересное. Можно, конечно, его отфильтровать, марлю для этого использовать, но мне лично нравится, когда он такой вот густоватый, когда там плавают всякие штучки апельсиновые, мне кажется, это очень вкусно и очень интересно. Так, ну что? Такой ароматный, ягодный, пряный. Ну, что могу сказать, запах восхитительный. Ой, ну это роскошно. Это очень-очень-очень хорошо. Это очень вкусно, яркий, насыщенный, плотный, вот не разбавленный, вот максимально густой. И мне нравится, когда такие вот яркие, суперконцентрированные вкусы. Абсолютно интегрированный, и преимущество этого вида рецепта заключается в том, что просто делается он быстро. Сколько мы? 10 минут с вами провели вместе, 10 минут мы его готовили вместо часа, поэтому это быстро, просто и очень вкусно. Все ингредиенты и их количество я добавлю в описании к этому видео. Мой рецепт, которым я пользовалась сегодня, был рассчитан на одну бутылочку вина, из которой получается 4 хорошие большие порции или 5 порций поменьше. Если хотите больше, то используйте в 2 раза больше ингредиентов. 2 бутылки вина и все ингредиенты умножаем на 2. Все в описании видео. Пишите мне ваши рецепты глинтвейнов, какие вам нравится добавлять ингредиенты, может быть, что-то вы делаете по-другому. Мне нравится экспериментировать, и я обязательно тоже попробую последовать вашим советам. Все, чао-чао, ставьте лайк, подписывайтесь, и увидимся с вами уже очень-очень скоро. Вот я сейчас сижу после съемки, пью глинтвейн и думаю, что-то в нем есть такое интересное, необычное, и я поняла. Вот ощущение теплое, горячительное, как будто бы даже он немножко крепленый, но это не так, вы видели. Все дело в том, что добавлен был имбирь. Именно имбирь дает такое вот ощущение пряное, остриночку добавляет, какую-то вот перчинку, да, вот такое что-то вот остренькое, что обеспечивает такой вот теплый, согревающий эффект, концентрированный, и это супер здорово. Мне понравилось, поэтому пробуйте, надеюсь, вам понравится тоже. Чао-чао.